Привет! Щербет. Пойдем. Сегодня мы приготовим с вами знакомый с детства десерт щербет с арахисом. Готовы? Тогда начинаем. Для щербета вам понадобится 300 граммов сахара, 200 граммов сгущенного молока, 200 миллилитров сливок, жирность не менее 30%, 100 граммов сливочного масла, жирность не менее 82%, 4 грамма соли и обжаренный арахис 250 граммов. Сотейник с толстым дном, засыпаем сюда сахар. Будем готовить карамель. Очень важно для приготовления карамели использовать сотейник с толстым дном. В мерный стакан отправляем сливки и сгущенное молоко. Прогреваем до парения. Это может быть микроволновка или сотейник на огне. Я отправлю в микроволновку буквально на 1-1,5 минуты. Наташа, я тебя сейчас выгоню отсюда, она еще руки пришла мыть. Ну такое руки облизывают. Так, топим сахар до состояния темно-коричневой карамели. Темно-коричневую карамель тонкой струйкой вольем максимально горячие сливки со сгущенным молоком. Чем меньше разница температур, тем текстура получится однороднее. Если вы зальете в карамель холодные сливки, то получите просто карамельный пласт, который будет сложно размешать. Поэтому, пожалуйста, будьте внимательны. И сюда же сливочное масло. Теперь мне нужно при постоянном помешивании довести эту массу до температуры 124-125 градусов. Если у вас есть градусник, замечательно, пожалуйста, используйте его. Если у вас нет градусника, я понимаю, что не у всех есть градусник, то я помогу вам сейчас, подскажу, как же определить нужную нам температуру и плотность. Первое, на что я ориентируюсь, это время, приблизительно около 10 минут на среднем огне, 10, максимум 12 минут. И второе, рядышком поставьте миску с холодной, даже может быть ледяной водой. 8 минут пройдет, мы будем капать небольшое количество вот этой массы в холодную воду и проверять плотность. Карамель у нас варится уже 8 минут. Могу взять небольшое количество, каплю. Здесь активно помешиваем, чтобы не сгорело. И лучше пока отставить и проверить плотность. Карамель должна быть мягкой и держать форму. То есть, если это еще рано, она у вас просто на руках будет вот так расплываться. Сейчас она хорошо держит форму, но при этом не жесткая, не твердая. Такой мягкий шарик. Теперь добавляем соль и обжаренный арахис. А вам это тоже напоминает фасоль в томатном соусе? По-моему, это очень красивый арахис в карамели. У меня здесь металлический такой квадрат. Я его промазала внутри сливочным маслом. И можно взять силиконовый коврик, можно пергамент тоже смазать обильно сливочным маслом. Заливаем форму. Отлично. Очень красиво, ароматно. Щербету необходимо время для того, чтобы остыть. После этого мы уберем его в холодильник еще часов на 10, на ночь. И будем нарезать, угощаться и угощать. Щербет простоял в холодильнике 10 часов, и он готов. Можем доставать из формы. Красота. Так. Теперь он хорошо отходит от стеночек. Немножко ножом помогу. Нарежем его на квадраты. Опа. Не знаю, ждать, не ждать. Будешь? Будешь кусочек? Будешь? На. Будешь, Паш? Они уже не могут есть сладкое. Будешь? Да? А вам очень рекомендую приготовить этот десерт, порадовать себя и близких, а также оставить комментарий под этим видео, что вы бы использовали помимо грецкого
Это арахис. Сейчас. Что бы вы использовали вместо арахиса? Подписывайтесь на мой канал, смотрите полезные, интересные, обучающие видеоуроки и давайте готовить вместе.